Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 1 по 10 декабря. Давайте с вами узнаем, что или кто появится неожиданно. И, возможно, это неожиданная, как тема, сама по себе возможность, и вам придется в какой-то сфере жизни принимать важное решение и даже решиться на первый шаг. А возможно, это будет просто новость, важная информация. Я допускаю, что это будет связано как кто, конкретная персона. Человек, который придет в вашу жизнь, ну, может быть, даже как гонец или как вестник, который эту информацию вам приносит. Ну вот давайте с вами узнаем. И первая колода «Знаки судьбы». Это колода метафорических карт. Открыты двери или закрыты? Каковы ключи? Вот основа, что нам хотят сказать карты на период времени с 1 по 10 декабря. И мы не задаем вопросы, это просто потоковая информация. Что вам важно знать, что вам нужно услышать. Итак, первая карта, что нужно услышать, знак судьбы. Первый, второй знак судьбы, что важно знать. И третий знак судьбы для вас, мои дорогие козероги. Продолжим наш прогноз. И, конечно, станем с реалистами, всегда говорю об этом. Хоть и объединяет один знак зодиака, но согласитесь, жизнь, судьба у каждого своя. Но определенно рассмотреть альтернативный вариант всегда стоит. Что или кто появится неожиданно? Вот какое видео, такой первый вопрос на картах Таро. И немножко раскроем, на пороге каких событий вы стоите. Зачем все это нужно, может быть и так. И продолжим, опять же, как все обернется, к чему все идет. И по основным сферам жизни, что ждет в сфере любви, личной жизни и в целом взаимоотношения, что ждет в сфере финансов или чего ждать, но и ваши достижения. У кого-то учеба, у кого-то работа, может быть и бизнес, какие-то творческие планы, почему нет? Ну или важные встречи, важные контакты, контракты, документы, опять же. Ладно, давайте будем узнавать первый знак судьбы. Ну вот какая-то конфронтация, причем это не нова ситуация, это может быть связано с человеком. С кем-то, может быть, произошла уже ссора, или это как для вас какая-то закрытая дверь. И опять же, это не новость, это уже ситуация сложилась. И нам даже карта демонстрирует. Девушка когда-то пришла, присела так на порог в надежде, ну откроется же эта дверь. Девушка состарилась, и дверь уже заросла. Вот есть какой-то конфликт, который нужно нивелировать, может быть, свести к нулю, потому что вам это может мешать. С другой стороны, может быть, как знак судьбы вам говорят, что конфронтация не помогает. Худой мир лучше доброй ссоры. Может быть, и вам придется, мы еще пока не знаем, посмотрим, да, что нам раскроют карты. Может быть, это правда, появляется человек, идет на мировую. Вот и такое может быть. Но мы все разные, опять же. Может быть, и вам придется где-то делать первый шаг и нейтрализовать какую-то острую ситуацию. Ведь по пятерке мечей первая победа — это когда, знаете, один настаивал на своем, но и второй-то точно так же. И расходятся в итоге. Никто никому ничего не доказал. Каждый ушел при своем мнении. Давайте откроем второй знак судьбы. Ваша карта. И двери вы решаете, кому открыть, перед кем закрыть. Вот у нас тут два маленьких человечка, как два гнома. Это им сама открывает королева Пентаклей дверь, чтобы они вошли и помогли ей пересчитывать ее сокровища. Вот где-то так. Может быть, финансовая ситуация, может быть, личного плана. Кстати, я должна сказать, в целом ретро-уран в знаке Тельца. Ну, хоть и вы не тельцы, понятно. Мне иногда пишут, а при чем тут это телец, да? Ретро-уран в Тельце. Это он был 7 лет. И вот последний такой реверанс он делает, причем в ретро. Он совсем скоро выйдет или перейдет в знак зодиака Близнецы, но он вернулся, вот это ретро-движение, как будто вот то, что было за прошедшие 7 лет сделано, перестроено.
Или как будто вот у вас что-то, может быть, буквально ломалось в жизни, я такое допускаю. Так вот, на знаке зодиака стихии Земли — это и вы, это и девы где-то, ну, понятно, тельцы, и еще одновременно знаки воды, стихии воды. Вот Уран оказывает более активное влияние, и вы можете это чувствовать. Может быть, вам нужно как минимум до 4 февраля, почему так говорю, потому что это период ретро именно Урана. С 4 февраля по 26 апреля в 26 году там будет прямое движение, и там как процессы будут убыстряться. Но вот сейчас мы можем сделать какую-то работу над ошибками. Или, может быть, кто-то из нужных людей. Да, мы разные. Мы никогда не можем с ними договориться. Но есть же те люди, которых мы, ну, не можем мы исключить. Соседи, коллеги, родственники. Ну, тут напрямую именно вот с кем-то из родственников даже, да, или какая-то ситуация по ретро-урану в Тельце — это в центре наше благополучие. Да, это финансовые вопросы, место нашего проживания, пребывания, планируемого, то есть жилища, да. Ну и одновременно с кем-то с наших близких это будет связано, или родных. Вот какая-то ситуация, которую вам нужно стабилизировать. И самое главное, у вас очень сильная позиция, мои дорогие. Поэтому, ну, может быть, методы какие-то другие, не через доказательства. Значит, есть какой-то вопрос, который даже как всплывает заново на поверхность, чтобы вы его как-то красиво оформили. Третий знак судьбы. Красиво оформили. Тут и действовать приходится как-то иначе. Но вы новость можете услышать по двойке жезлов. Буквально дверь закрыта, но только не для вас. Телепортация. Да, эта карта говорит о том, что неожиданности какие-то могут быть. Неожиданные события, неожиданные новости. Может быть, это связано с человеком. Мы ведь не знаем, что же там увидела девушка. Или она услышала что-то, или она увидела. Она очень удивлена. Вот какой-то такой момент с 1 по 10 у вас может быть. Но карта нас приглашает действовать, и даже нам прорисовано очень наглядно, что нужно действовать как-то иначе. От того, что мы настаиваем на своем, какая-то дверь не откроется. Мы как будто можем, есть шанс, вот правда, какую-то минусовую ситуацию себе в стабильность даже, мои дорогие, переложить, перевернуть, или как минимум, ну, может быть, и были кто-то, как недруги, да, но их перевести, ну, если не в друзей, то понятно, что в какой-то нейтральный статус вам это будет помогать, ваша жизнь будет более стабильной. Но, кстати, карта двойка жезлов будет говорить отойти от собственных предубеждений, действовать так, как от вас никто не ждет. А может быть, даже действовать так, как вы сами от себя не ждали, да, вот это ломка шаблона как раз по Урану и проходит. Уран не столько даже, понимаете, и ломает нашу жизнь, хотя это проходит, сколько он ломает наше восприятие о ней. Ломает представление знакомых вещей и представление о людях. Вот что-то так, какой-то пункт подобный может быть. Что или кто появится неожиданно. А это какой-то человек к вам может приехать, правда? Или вы сами соберетесь в какую-то дорогу. К вам возможность приходит. И, может быть, вот кто знает, через такие контакты, в которых вы ставили точку, тут есть какая-то явная возможность. Шестерка мечей — карта заслуженного успеха, но это не тот успех, который буквально завтра или с 1 по 10 декабря. Нет, это еще какую-то дорогу нам нужно пройти. Но мне интересно, давайте я еще одну карту. Часто само по себе передвижение, перемещение. Может быть, это вам придется срочно куда-то отправиться и увидеть что-то своими глазами. Ого, а у вас какая-то победа, 2 победы на кону. Если вы не будете находиться в каких-то своих собственных рамках. В рамках, опять же, повторяюсь в очередной раз, нам уже не первая карта об этом. То, как вы представляли, то у вас 2 победы. Всегда 6 — это пик, это как победитель. Но если нам говорит шестерка мечей, это заслуженный успех, который будет продолжен, то шестерка пентаклей — карта финансового успеха, и это как помощь, помощь высших сил. Или пусть помощь высших сил для вас проигрывается, когда вам кто-то помогает, причем даже тот человек, от которого вы этого не ждали. Может быть,
когда удобный его величество случай, как тысячи дорог, сошлись в одной точке. Какая-то оказия. Но для вас это какой-то переломный момент, может быть, как и в работе, в направлении, так и в финансах тоже. Тут какой-то первый шаг потребует от вас мужества. И, может быть, то, что вы услышите просто или вдруг увидите, происходит внутренняя ваша метаморфоза, когда вам нужно что-то переиграть. И для вас, безусловно, есть прогресс, самое главное. И это будет связано как и с вашими контактами, так и умение правильно выстраивать как-то по-другому взаимоотношения. Может быть, и быть легким на подъем, может быть, где-то и решить, и решиться вам придется на первый шаг. Давайте мы откроем, на пороге каких событий вы стоите. Двойка жезлов. Вам уже в прошлом все знакомо. И человек как будто рассматривает, да, земной шар, макет, глобус. Ну и, может быть, это и стеклянный такой шар, который прорисован, опять же, все-таки планета Земля. То есть это горизонт, кругозоры, это совершенно другие уже желания. Здесь ваши собственные планы, между прочим, они вас как будто что-то позовет в дорогу. Вам самим, мои дорогие козероги, не захочется застревать в одном месте, потому что как будто все уже пасьянсы разложены, все партии в шахматы сыграны. Ну, я иносказательно, конечно, говорю. А хочется драйва, хочется передвижения, может быть, видеть мир, может быть, изменить свое качество жизни. Точно. И если вот у нас была двойка жезлов, а вот тройка – это всегда карта будущего. Вот сейчас что-то привести не просто в порядок, но, может быть, по части документов, да, у вас будет хороший и мотив, и даже люди будут в вашем окружении по шестерке пентаклей, которые, если вам, допустим, необходима какая-то сумма денег, в вашем окружении есть такой человек, который вас может, ну, как выручить или субсидировать, а также по этой карте как приходит какой-то дельный совет. И это не значит, что мы собираем общественное мнение. Нет, тут имеется в виду один человек, который, может быть, прошел какую-то историю подобной вашей и знает, как решить вопрос. К примеру, с официальными лицами или в каких-то высоких инстанциях. Как правильно заключить какой-то документ. И так вот тоже может быть. И это влияет на ваше качество жизни в будущем. Мы спросили, на пороге каких событий вы стоите. А вы именно на пороге, мои дорогие. И стоите между прошлым и будущим. Может быть, это и есть какая-то развилка. А кто-то может напрямую, как невесомость чувствовать, телепортация. Что-то, знаете, как из прошлого. Оно завершается. Оно уже не может быть продолжено в каком-то ключе. А будущее, оно еще ему предстоит только отстроиться. И вот эту невесомость вы тоже можете внутренне где-то чувствовать. Но тут не время держаться за свои установки, это точно. И в итоге к чему все идет? Маг, становление мага. У мага все стихии в руках. Маг великий практик, но это ни разу про наши паттерны или какие-то стереотипы. Вот он как раз очень гибкий, да, мы говорим, да, и проходит по этой карте манипуляции, но, наверное, так жизнь складывается. Либо мы, либо нами. Но не поставить перед собой вот этих рамок, а допустить, что что-то работает иначе. И если мы словно, действуя прежними методами, для кого-то вот так оно и будет. Если карта будет говорить, если пятерка мечей, вот для кого-то из вас, с учетом всех остальных уже карт. Если ты, козерог, будешь действовать как и прежде, вот что ты получишь. А магами не рождаются, ими становятся. И значит, может быть, даже какой-то сложный путь вам довелось пройти, но это для того, чтобы вы свою силу узнали как бы заново, старший аркан. И это всегда какая-то альтернатива. Поэтому допускайте альтернативные возможности. И у кого-то это буквально, может быть, касается возможности заработать денег. Допускайте новые знания, вам это тоже все помогает. Все стихии в руках. Потому что из всего этого, что поначалу может
вызывать удивление. Вам нужно, мои дорогие, какую-то миссию выполнить. Вам нужно сложить красивый узор. Словно узнать себя заново с другой стороны. Что ждет в личной жизни? Здесь какой-то идет пересмотр. Я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть, 13-й аркан, это аркан трансформации и завершения, и даже отношения на новый уровень. Может быть, для кого-то из вас в паре это будет связано напрямую с переездом, тогда окончание, как проживание в одном месте, и это завершается, да, сейчас. Мы уже понимаем, что, может быть, нам уже неинтересно находиться именно здесь, а мы хотим, ну, у кого-то улучшение жилищных условий или, может быть, и вынужденная для кого-то такая обстановка. Уже не оттолкнешься от того, что было проделано. Тут, если и нужно что-то сохранить, вот как в каком-то контексте, то только для того, чтобы перестроить что-то на будущее, мои дорогие. Но, опять же, новые методы даже взаимодействия с близкими для кого-то из вас будут совершенно необходимы. Может быть, вы и получите какую-то новость вот такую, да, которая касается людей, знакомых для вас. Может быть и так. Но тут, знаете, я сейчас достану дополнительную карту. Тут надо свою какую-то траекторию рассчитывать, мои дорогие. Это точно. А что это значит? Что ждет в личной жизни? А нам снова говорят помириться. Ну или выстроить какие-то новые взаимоотношения. Потому что по шестерке кубков, конечно, это может быть карта ностальгии или о том, что когда-то, к примеру, да, меня ведь смотрят разные люди. Может быть, это у вас была семья, может быть, и счастливая семья, все было хорошо, но где-то идет война, к сожалению. Надеемся, закончится. Или, по крайней мере, это как-то подойдет к концу. Но сейчас даже не об этом, но вот именно в силу непреодолимых событий. Может быть, была какая-то грустная история. И вот эти воспоминания, они вас все никак не оставляют. А нам-то карты говорят, ты все равно прими уже, что эти воспоминания, они никуда не уйдут. Переведи это как в опыт, который тебе довелось пройти. Но сам иди дальше. Может быть, позволь сердцу как расцвести заново, да, своим чувствам, ощущением своего сердца, своей души. И вы посмотрите, тут вы ведь у кого-то может складываться именно какая-то личная история. Позволь себе быть счастливым, мои дорогие. Тут какая-то... Что-то тут у нас. Вам, кстати, это у кого-то с вестью может быть связано или с получением какого-то документа, важной информации, когда вам приходится именно направление менять. Но вот все то, что я только что говорила, если вы сейчас в сольном варианте один или одна, то как будто карты вас заставляют задуматься, по крайней мере, ну не то, что заставляют, а предлагают этот альтернативный вариант, позволить новым людям войти в вашу жизнь, да, при этом быть очень аккуратным, да, то есть не строить сразу каких-то планов грандиозных, ну и дать своей душе больше полета, романтику, может быть, впустить в вашу жизнь, потому что двойка кубков– это карта любящих людей, это причем искренняя, верная любовь, вот что-то подобное может быть. И может быть это была ссора, закопать тогда топор войны, мои дорогие. Именно по части, может быть, и личной жизни, или родственники. Что ждет в финансах? Вот в финансах вас что-то будет радовать. Туз кубков. Может быть, это и помощь. Может быть, это какие-то такие, ну, и ценные моменты в вашей жизни, которые вам помогают, к примеру, выйти как на новую ступень финансового обеспечения, скажем, да, и тут у каждого по-своему, у кого-то дополнительный доход, а кто-то карьеру строит, кто-то дополнительную работу ищет, а кто-то получает новую должность или вообще развивает свое творчество, да, но по тузу кубков вы остаетесь довольны. Но тут есть какие-то радости, по крайней мере, с 1 по 10. Деньги нам и карта королевы Пентаклей тоже об этом говорила, но будь внимателен, потому что королева Пентаклей– это вдумчивые такие траты. Давайте узнаем, что нам скажут карты по части ваших достижений. Ну, видимо, есть что сохранять. Есть
Смысл что-то продумать, безусловно, но есть смысл и не подзастрять, мои дорогие. По четверке Пентаклей это такой своеобразный якорь, но это в то же время, знаете, как то, от чего мы должны оттолкнуться. Или как какой-то базис, который нам дает возможность чувствовать себя более уверенно. Вот вы сейчас, в принципе, на ваши достижения, у вас уверенный период. Ну, где-то мы об этом сказали. Так что же там, чего ждать? Ну, правда, радости явно больше. Посмотрите, любовь, туз кубков, десятка кубков. Сохраняй. Сохраняй где-то свои планы, но готов быть, должен корректировать методы. Мы об этом много говорили. И на достижение, конечно, это есть и для вас поддержка. Есть и люди, которые вас любят. Безусловно, пусть это по достижениям вопросы дома, жилья. Тогда вы имеете эту позицию достаточно увесистую где-то, да. Пусть это может быть, вы не видите, каким образом решить ваш вопрос, но тенденции таковы, что решить вы его можете. Все же десятка кубков – это по максимуму. Такая карта, когда новое качество жизни. Это когда есть уже какой-то результат, когда уже есть какая-то победа, и когда нас это и вдохновляет, и где-то воодушевляет, может быть, на какой-то прогресс. Ну и по тузу кубков тут ведь тоже, посмотрите, что-то для вас складывается очень неплохо. Но, может быть, вот эти три знака судьбы нам и говорят. Будь отчасти готов к неожиданностям и будь готов свою жизненную траекторию как будто тоже видоизменить. Это сейчас будет необходимо. И я могу предположить, карта будет говорить, не настаивай на своем. Гораздо полезнее быть мудрее, гибче или более таким адаптивным, потому что все решают люди, а у вас все карты показывают именно через отношения, через договоренности. Все сферы вашей жизни могут значительно улучшиться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, и ссылки я оставлю в описании под видео. Поверьте, там есть интересная информация, которая вам даст подсказку. Сверьте с расписанием звезд собственные планы. А я вас люблю. И вы, мои дорогие, будьте любимы. Будьте счастливы всегда.